Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Фил, и сегодня разработчики анонсировали место проведения своего большого турнира по PUBG, прислали ответное письмо на мою почту по поводу FPS и подвели итоги открытых квалификаций на PGL. Но давайте обо всем по порядку. Во-первых, что касается обновлений. На этой неделе пока никаких анонсов не было, но думаю, вы, как и я, ждете решения по поводу трейдбана. Все-таки разработчики говорили, что это временная мера борьбы с сайтами и ботами, и в будущем трейд будет возвращен, чтобы обычные игроки не страдали, но пока остается лишь ждать. Также сегодня началась вторая открытая квалификация к турниру StarLadder Duo Cup. Участвовать, как вы помните, в нем могут все желающие, но если вдруг вы забыли или не знали, то у вас еще есть шанс попасть на третью неделю отборов, которая начнется 26 мая. Ссылочку на официальный сайт на всякий случай оставлю под видео. А вот что касается крупнейшего турнира PGL 2018, планируемого в этом году, сегодня разработчики опубликовали новость в своем твиттере, где написали место его проведения. Начиная с 25 июля 20 лучших команд будут сражаться за $2 миллиона на арене Mercedes-Benz в Берлине. Думаю, это будет новый уровень проведения и вещания турниров, обязательно будем следить. Открытый этап набора на PGL, кстати, уже завершился. В закрытый этап прошли немало известные СНГ команды: Avangard, Team Spirit, Forza, Pro100, Navi, M19, ну это только из тех, которые я слышал. С полным списком можете ознакомиться на экране. Если увидите знакомые команды, можете написать в комментариях, откуда вы их знаете и чем они вам запомнились. Пользователи Reddit сейчас активно просят ввести функцию регулировки резкости в настройки игры. По их словам, это уменьшит проблемы графики, да и просто игроки смогут настроить окружающую среду, чтобы чувствовать себя комфортно и ни у кого не уставали глаза. Что самое интересное, введение этой функции не составит особого труда для разработчиков, так как эта настройка есть в файлах конфигурации, в которых мы с вами в свое время отключали тени. Данную идею отметил комьюнити-менеджер PUBG, написав в комментариях, что донесет мысль до сотрудников, занимающихся этим вопросом в PUBG, и возможно настройка резкости и вправду скоро появится в игре. По поводу жалобы на падение FPS, я думаю, всем, кто писал и скидывал конфиги своих компов, разработчики дали ответ. Он на русском языке и выглядит вот так. Ничего супер интересного здесь, конечно же, нет, но все равно очень приятно, что нас не игнорируют, в отличие от Роскомнадзора, например, который с третьего раза не удосужился ничего написать. Ну да ладно, будем надеяться, что все нам пофиксят, FPS нормализуется, а игрокам Xbox наконец-таки введут пустынную карту. И на сегодня это все, всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить под видео лайки, удачи вам, пока-пока.